Привет, друзья! Если вы давно подписаны на мой канал, то вы, наверное, знаете, что каждому 9 мая я делаю видео. В этом году я думала, что такого видео делать не буду, потому что снимать о чем-то торжественном и праздничном мне кажется большим лицемерием сейчас. Но вот сегодня, в последний момент, я передумала, потому что меня посетила мысль, что промолчать и проигнорировать этот праздник для меня будет означать предать память миллионов людей. Я лично не могу и не хочу притворяться, что подвиг, который совершили люди всего мира, и в том числе Советского Союза 77 лет назад, что он потерял свою актуальность, или что он перечеркнут войной, которая происходит сейчас в Украине, или что его не было. Потому что, на мой взгляд, победа в той войне – это одно из самых значительных событий в истории человечества во всем XX веке. С самого раннего детства одна из самых частых фраз, которую я слышала от людей, которые прошли войну, когда они говорили, это была фраза «лишь бы не было войны». А, И мне до сих пор с трудом верится, что сейчас, в 2022 году, война снова происходит. И мне кажется, что нет никакого оправдания тому, что миллионы людей вынуждены были покинуть свои дома. Нет никакого оправдания тому, что с лица земли стираются города, в которых еще 2 месяца назад кипела жизнь. Однако мне лично кажется, что наши предки невиновны в том, что происходит сейчас. И нечестно было бы принижать значение того огромного, невероятного подвига, который они совершили 77 лет назад. И мне хочется в этот день выразить им свое уважение и свою благодарность. Я каждый год отмечала этот праздник. Я воспитана в этой традиции. Для меня это тоже большой и значимый день. Но в этом году, наверное, единственное, что я сделаю из того, что я делаю обычно, это я посмотрю фильм «В бой идут одни старики». Потому что для меня этот фильм – это символ единства народов, которые боролись с настоящим фашизмом. Сегодня в Москве прошел парад, сегодня большой праздник в России. И это заслуженный праздник. Но почему-то люди забывают, мне кажется, что война в первую очередь это невероятно уродливая вещь. Война в первую очередь это покалеченные жизни, это убитые, раненые, это инвалиды, это разрушенные семьи, разрушенные жизни. И война это не парад на Красной площади, да? Война пахнет мочой, война пахнет потом, война пахнет страхом, как написал один писатель. И война – это самая страшная вещь, которая может случиться. И я с ужасом наблюдаю, да, за тем, что происходит сейчас. И очень надеюсь, что эта война скорее закончится. Но сейчас я хочу предложить помолчать и вспомнить людей, которые тогда, почти 80 лет назад, совершили подвиг, со значением которого, я надеюсь, никто не будет спорить. Они отдали свои жизни ради того, чтобы жили мы с вами. Они заслуживают нашего уважения, они заслуживают нашей благодарности. Поэтому давайте их за это поблагодарим.